Привет, пилоты! В прошлой серии мы рассказали о том, что такое звено, как его создать, основных его преимуществах, уровнях и сетапах. Сейчас вы узнаете о стратегии и тактических приемах в командной игре. С самого начала боя звено не должно разлетаться, иначе эффективность заметно снижается. Самолеты звена должны держаться как можно ближе друг к другу, как по вертикали, так и по горизонтали. В случае, если вы используете технику ведения боя в одном эшелоне, то вам достаточно важно взлететь на одну и ту же высоту. Включите в настройках авиагоризонт. С его помощью вы сможете определять угол, под которым вы поднимаетесь. Оптимальный угол для поршневых истребителей — 30 градусов, 50 для реактивных. Рано или поздно в воздухе вы столкнетесь с вражескими звеньями. Исход боя будет зависеть от выбранной стратегии. Среди множества вариаций можно выделить 3 основные. Поговорим о них подробнее. Первое — контроль территории. Если звено уже слетанное, а индивидуальные качества игроков позволяют в одиночку справляться с группой противников, то звеневые могут работать отдельно, не мешая друг другу уничтожать самолеты из команды красных. Если выбранная стратегия работает, то бой заканчивается практически моментально. На счету звена может быть больше половины сбитых самолетов. Такое возможно на невысоких уровнях, когда у оппонентов нет звена или нескольких сильных игроков. Если кто-то из вражеских самолетов применяет эту стратегию против вашей команды, то лучше всего выждать удобный момент и атаковать. Уничтожать противника нужно поодиночке и как можно быстрее, чтобы к нему не успела прийти помощь. Если он уходит, то, скорее всего, он тянет вас в сторону ближайшего скопления своих союзников. Увлекшись погоней, можно отдалиться от своих звеньевых. Не попадитесь в ловушку. Вторую стратегию можно назвать совместные усилия конкуренция. Звеньевые стараются находиться рядом, но каждый отстреливает свои цели. В случае опасности звено становится единым целым. Время реагирования на угрозу практически моментальное, компаньоны всегда близко. Этот способ ведения боя позволяет быстро реализовывать локальное преимущество. Совместные усилия, совместная работа, визитная карточка звена. В случае опасности оно моментально реагирует и совместными усилиями ее устраняет. Звеньевые методично, не спеша, не гоняясь за всеми подряд, находят наиболее опасные цели, фокусируются на них и уничтожают. Такое поведение дает перевес по преимуществу, облегчает союзникам ведение боя. Когда ваше звено встретит такую организованную группу противников и количество игроков в звеньях не изменилось за первые 30 секунд боя, стоит отходить к наибольшему скоплению самолетов вашей команды или точек ПВО. Стратегии отличаются и комбинируются в зависимости от применения различных тактик. Основным приемом звеньев являются создание локального превосходства. Звено отдельно, либо вместе с союзниками атакует цели, фокусируя огонь по ним по очереди. Создавая такие местные перевесы в силе, уничтожать противника значительно проще. Если нужно заманить и уничтожить особо верткого или опасного врага, используется тактика подсадной утки. Один игрок подставляется, сажает преследователя себе на хвост, выполняет различные защитные маневры. Он должен лететь так, чтобы звеньевым было удобно вести огонь по жертве. Лучше всего в таких случаях использовать приемы вытягивания по прямой и затягивания на вертикаль с серией резких маневров. Звеньевых стоит предупреждать о них заранее. Любому игроку, особенно когда он играет в звене, жизненно необходимо знать и выполнять различные фигуры высшего пилотажа. В первую очередь защитные. Без них вы становитесь доступной целью, которую легко взять на прицел и сбить. Одной из важных фигур является бочка, в особенности размазанная бочка. Убедитесь в том, чтобы кнопки, которые отвечают за крен, были назначены в настройках управления. Например, нажмите крен вправо и плавно делайте мышкой круговые движения по часовой стрелке. Этот маневр позволит вам тянуть противника на хвосте, в то время как ваши звеньевые, идущие сзади либо спереди, смогли отстрелить вашего преследователя. Эта фигура эффективна при атаке лоб в лоб, если вас начинают брать на мушку. Для большей эффективности используйте закрылки и форсаж. Играйте больше, играйте смелее, не бойтесь экспериментировать с техникой, тактикой и стратегией. Даже проигрывая, вы становитесь опытнее, а значит сильнее. На этом все. Удачи в бою!